Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, я путешествую и понемногу живу в разных странах. Сейчас мы с моим мужем какое-то время живем в городе Паттайя, и сегодня мы отправляемся в древнюю столицу Сиама, Аютая, для того, чтобы посмотреть древние хмерские сооружения, здания, храмы и проникнуться тайской культурой. А вас я приглашаю отправиться вместе с нами. Аютая находится примерно в 200 километров от Паттайи, где мы, собственно, и живем, как я уже сказала, и добраться до туда можно разными способами. Наверное, лучший вариант, если вы впервые, если вы не особо знаете тайскую культуру и хотите побольше о ней узнать, то, конечно, лучше брать экскурсию с гидом. Туда обычно входит еще и обед. Проведут по различным храмам, расскажут многое. Мы же арендовали машину на месяц для того, чтобы самим покататься по Таиланду и посмотреть разные его места. Вообще, мы очень любим путешествовать именно на машине, сами, без гидов, просто узнавая попутно материал и интересные факты. Сделали небольшую остановку, чтобы сходить в туалет и перекусить. Вообще прикольно, когда вы едете из Паттайи по платной трассе, неважно в Бангкок или дальше куда-то туда, в сторону Бангкока, то вам по пути встретится закуток такой, его язык не повернется назвать закуток, потому что здесь на самом деле такой небольшой мини-город с едой самой разной. Вот какой только вы можете представить, тут есть и Макдональдс, и Бургер Кинги, магазины 7-Eleven, куча разной тайской еды. Короче, прям классное место, мы уже сюда второй раз заезжаем, первый раз, когда ездили в Бангкок. Кстати, мой выпуск из Бангкока обязательно посмотрите, я вам подсказочку сейчас прикреплю, вот сюда, наверное. Город Аютая – величественная столица древнего Сиама, которая когда-то возвышалась на берегах 3 рек. Этот город был символом мощи и величия и был основан в 1350 году. По древним легендам, к 1700 году в городе проживало более 1 миллиона человек, и он считался крупнейшим на земле. Но история этого города имеет трагичный конец. Ну что, спустя больше чем 2 часа мы добрались до Аютаи. На улице невероятная жара, сегодня яркое солнце, очень-очень на улице жарко. В первую очередь мы отправляемся в самый главный храм Wat Mahat Phat. В переводе с тайского языка храм называется храм Великой Реликвии. И известен он также своим символом, это головой Будды в корнях деревьев. Вход в храм стоит 50 бат за одного человека. Кстати, у нас есть тайское водительское удостоверение, по сути, которое дает право на скидку, то есть на вход как для тайцев. Кстати, это 10 бат для тайцев, но нам почему-то никакой скидки не сделали и сказали не-не-не. И еще здесь действует дресс-код, поэтому для девушек нужно обязательно покрывать колени. То есть это должна быть либо юбка, либо штаны. Я прикупила штанишки специально в тайском стиле. Я просто не могла этого не сделать. Кирилл, поснимай меня. Смотрите. И посмотрите сзади, нарушитель идет. Вот отойди немного в сторону. В общем, вот мы идем гулять, снимать вам, и сейчас мы все покажем. Из всех великолепных храмов особенное место занимает Wat Mahat Phat. Среди тенистых аллей и развалин вы найдете удивительную голову статуи Будды, обвитую корнями дерева. Легенды рассказывают, что после разрушения храмов голова была утеряна или спрятана, и со временем дерево защитило эту святыню, обвив ее своими корнями. Это место символизирует устойчивость веры и силу природы даже среди разрушений. Но за этой красотой скрывается грустная история. При нашествии бирманцев они осквернили многие святыни, обезглавив статуи Будды. Верующие считают, что в таких местах жить уже нельзя. Поэтому сиамцы основали новую столицу и не возвращались в Аютаю вплоть до 20-го столетия. Сейчас это большой исторический парк с огромным количеством древних руин, памятником древней культуре и архитектуре. Хочу с вами поделиться одним интересным фактом, который я узнала. Если вы видите статую Будды, у которой закрыты глаза, это значит, что Будда находится в нирване. А если у статуи Будды глаза открыты, то значит, он находится не в нирване. Совсем неподалеку от главного храма, где мы сейчас были, находится еще один храм Wat Ratchaburan. И в 1991 году он был включен в список наследия ЮНЕСКО. Это величественный, красивый храм, также построенный в кхмерском стиле. Пойдемте посмотрим еще и его.
Храм Ват Ratchabурана расположен совсем недалеко от уже знакомого нам Ват Махат Тхат. Построенный в 1424 году, этот храм имеет особое значение в истории города. Основание Ват Ratchabурана было связано с трагическими событиями. Два принца, сына тогдашнего короля, устроили дуэль на слонах, сражаясь за право наследовать трон. Оба принца погибли, и король, опечаленный этой утратой, решил построить храм на месте их смерти в их память. Но Ват Ratchabурана известен не только своей историей. Одной из уникальных особенностей этого храма является его центральная пагода Пруан, которая содержит подземную крипту. И в 1957 году, когда археологи проводили раскопки, они обнаружили секретную комнату внутри пагоды. Эта комната была наполнена национальными сокровищами, включая золотые статуи, ювелирные изделия и древние реликвии. Эти находки дали ученым уникальную возможность заглянуть в прошлое и узнать больше о культуре и искусстве древнего Сиама. Очень красивый храм, он действительно выглядит очень величественно. Однозначно, если вы будете здесь, обязательно его посетите. Кстати, как я поняла, это один из немногочисленных храмов, внутрь которого можно подняться и зайти прямо внутрь. И, кстати, еще что хорошо, здесь более тенисто, здесь немного попрохладнее, если так можно применить это слово, нежели в храме в соседнем. Вход сюда, кстати, тоже 50 бат стоит. Здесь на входе выдают еще зонтики, то есть они свободно лежат. Если такая же будет солнечная погода, рекомендую вам его взять. Но так как у нас руки заняты, у нас вода, там камера, телефоны, мы уже не стали брать зонтик, потому что немножко неудобно с ним таскаться. Рядом с храмом, в котором мы сейчас были, расположился прямо напротив шикарный тайский ресторан с тайской едой. Мы, конечно же, не могли обойти это мимо и пришли сюда на обед. Вы только посмотрите, какие здесь супер вкусности подают. Это выглядит, во-первых, очень красиво, и я думаю, это будет безумно вкусно. Это у нас пад-тай у Кирилла, он очень сильно его любит, но я, кстати, тоже. Это у нас салатик из папайи, попросили его поменее остро, у меня аж слюнки бегут. И, конечно же, жареный рис с креветкой. Обожаю. В общем, попиваем традиционный тайский чай и пожелайте нам приятного аппетита. Мы поедим и пойдем дальше. Приехали еще в один храм, который нужно обязательно посетить в Аютае, если вы уже приехали сюда. Храм называется Wat Phra. Кирилл, помоги. Wat Phra Sisan Phet. Вот, прошу прощения за мое невежество, но выговорить это правда очень сложно. Wat Phra Sisan Phet. Вот, в общем, приехали в этот храм, сейчас будем смотреть еще и на этот храм. Храм Ват Пхра Сисан Пхет был самым великолепным и значимым во времена Сиамского королевства. Построенный в конце 15 века на территории старого королевского дворца, Ват Пхра Сисан Пхет был не просто храмом, но и королевским святилищем. Здесь не проводились монашеские церемонии, и в этом храме не жили монахи. Вместо этого он служил местом проведения королевских ритуалов и церемоний. Одной из ключевых особенностей этого храма являются 3 величественные чеди, которые были построены для хранения пепла королей Аютаи. Эти чеди являются символом города и часто изображены на фотографиях и открытках. К сожалению, в 1767 году во время бирманского нашествия храм был серьезно поврежден. Бирманцы разграбили многие из его сокровищ, включая золотые статуи Будды. После этого храм больше не восстанавливали в полном объеме, и сегодня мы видим его руины, которые все еще внушают трепет и восхищение своим величием и красотой. Несмотря на разрушение, Ват Пхра Сисан Пхет остается символом истории и культуры древнего Сиама, местом, которое каждый путешественник обязан посетить, чтобы окунуться в величие прошлого этого удивительного региона. Дорогие зрители моего канала, я снимаю не только на YouTube, также я активно веду свои другие социальные сети, например, Telegram и Instagram. Если вы хотите видеть больше текста, больше постов из тех мест, в которых я бываю, где я рассказываю, делюсь тем,
с какими ситуациями я сталкиваюсь и о том, как я их решаю, то тогда вам в Телеграм, залетайте в Телеграм. Все ссылочки прикреплю в описании, поэтому не забывайте подписаться. Хочу сказать, что Аютая — это не только эти 3 храма, которые я вам показала. Это лишь те места, которые успели посетить лично мы. Город буквально насыщен историей, и каждый уголок таит свою тайну и свою легенду. Если вы планируете путешествие по Аютае, то мой совет — уделите этому городу больше времени. Ну что, день потихоньку подходит к концу в Таиланде. Темнеет достаточно рано, в зависимости от сезона. Это либо в 6, либо в 7 вечера. Время у нас сейчас уже как раз 6 час. Мне не особо хочется ехать по трассе ночью, точнее не ночью, а в темное время суток. Поэтому мы уже, скорее всего, закругляемся и направляемся в сторону дома. Спасибо вам за то, что провели этот день с нами. Я надеюсь, вам было интересно, что вам понравилось. Поэтому обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, были ли вы здесь. Может быть, вы были еще в каких-то удивительных местах Таиланда и посоветуете, что еще стоит посетить. Обязательно подписывайтесь и на YouTube, и в другие социальные сети. Всем пока!